Всем привет! Спасибо, что зашли. Это канал Вуаля Ас, и с вами я, Ирада. Друзья, сегодня хочу поделиться рецептом двух замечательных фруктовых салатов. Каждый из этих салатов вкуснее и полезнее другого, а готовить какой-нибудь из них еще проще, чем готовить второй. Эти фруктовые салаты очень актуальны для постного стола, так как они не заправляются йогуртом, сливками, а дети обожают эти фруктовые салаты. Вам не придется уговаривать детей поесть эти поразительно вкусные фруктовые салаты. Все, приглашаю всех на свою кухню. Будем готовить вместе. Для приготовления первого салата мне понадобится банан, апельсин, киви и яблоко. А также мне понадобится сахарный песок. Его можно заменить на сахарную пудру или же на пару ложечек сиропа какого-нибудь варенья. Для второго салата мне понадобится пару ложечек меда и пол-лимона. Это для заправки салата. А также основные ингредиенты салата: яблоко, киви, виноград, 2 мандарина и орехи. Итак, я предварительно помыла все фрукты и просушила их на кухонном полотенце. Начну с банана. Но это не принципиально. Очищаю банан, затем режу банан на пласты и, наконец, на треугольники. В принципе, в разное время я по-разному режу фрукты для этого салата. Иногда кубиками, иногда треугольниками. Сегодня вот как-то так. Решила нарезать фрукты треугольниками. Также можно нарезать фрукты соломкой, но советую слишком мелко не нарезать их, иначе получится какая-то кашица, и эстетичный вид салата потеряется. Так, банан нарезала и отправляю кусочки банана в глубокую посуду. Дальше снимаю кожуру с апельсина. Апельсин возьмите сладкий, потому что здесь все-таки доминирующие фрукты – это апельсин и банан. Вкус и аромат этого фруктового салата непосредственно зависит от того, насколько вкусные апельсин и банан. И еще идеальный вариант, если апельсин без косточек. Но если вам все-таки попадутся апельсины с косточками, то их все-таки надо будет вынимать из мякоти апельсина, так как косточки в салате не доставят вам удовольствия. А что касается меня, я использую вкусный сладкий апельсин без косточек. Единственный его минус в том, что он толстокожий. Но кожуру апельсин я тоже не выбрасываю. Цедра очень часто уходит на выпечке, а также иногда мы завариваем чай с апельсиновыми корочками. Как-нибудь поделюсь рецептом. Кроме этого, я сушу апельсиновые корки и кладу по шкафам, благодаря чему в шкафах бывает очень приятный цитрусовый запах. Это натуральное, можно сказать, экологически чистое средство против моли. Апельсин уже нарезан, и я нарезанные апельсиновые кусочки тоже отправляю в глубокую посуду к другим фруктам. Следующим нарезаю яблоко. С яблока частично снимаю кожуру. Сперва яблоки тоже нарезаю на пласты, насколько это возможно, потом на брусочки и наконец, эти брусочки нарезаю в треугольники. В этом салате я часто использую кислое яблоко, например, семеренку. Вот если банан достаточно спелый и, соответственно, сладкий, ну и апельсин тоже, конечно, то сюда смело можно положить кислое яблоко. И тогда на выходе можно получить кисло-сладкий, сочный, аппетитный и душистый продукт. Это необыкновенно вкусное сочетание, поверьте. Яблоки тоже отправляю в глубокую посуду к другим фруктам и приступаю к киви. С киви тоже снимаю кожуру.
Нарезаю киви в пласты, потом в брусочки. Вот стоит посерединке один раз пройтись горизонтально, и будет брусочки. А из этого брусочка нарезаю треугольники. Получаются треугольные кусочки примерно такого же размера, как других фруктов в этом салате. Отправляю киви к другим фруктам. Сверху насыпаю полную ложку сахара. Но не с горкой, просто полную столовую ложку. Но, в принципе, вы ориентируетесь на свой вкус и на вкус ваших домочадцев. Мешаю салат и вуаля! Первый фруктовый салат готов. Даю салату отдохнуть пару минут. За это время, благодаря сахарному песку, фрукты пустят сок, начнут взаимодействовать друг с другом, и салат станет неимоверно вкусным. Что ж, приятного всем аппетита! Друзья, обязательно приготовьте такой салат для себя и для своих близких, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Перехожу ко второму салату и сразу начну заправки. Для этого я выжимаю 2 столовые ложки лимонного сока на мед. Мешаю и оставляю в сторонке, чтобы мед немножечко растворился в лимонном соке. А сама дальше поработаю над другими ингредиентами. У яблока частично снимаю кожуру. Так же, как в первом салате. Сперва разрезаю яблоко на пласты, потом на брусочки и, наконец, на треугольники. В этом салате в основном я использую относительно сладкие сорта яблок, ну, кисло-сладкие, скажем так. Ну, вот, например, как сорт Golden. Теперь разрезаю виноград. Для этого салата хорошо подходит такой сорт винограда, как кишмиш, то есть без косточек. А что касается меня, я сегодня использую вот такой виноград. Честно говоря, не знаю, как этот сорт называется, просто нам он очень нравится. Он в меру сладкий, но при этом не приторный. К тому же у него очень мало косточек, их почти нет. Все, виноград вместе с яблоками отправляю в посуду. Теперь очищаю мандарины. Снимаю с мандарин кожуру и очищаю их от белых волокон, но при этом не освобождаю каждую дольку от пленки. И не потому что лень, а потому что в этом просто нет необходимости. Желательно мандарины тоже возьмите без косточек и в меру сладкие. Друзья, готовить эти салаты настолько просто, что это дело можно спокойно доверить детям школьного возраста. Кстати, попробуйте приготовить эти фруктовые салаты вместе со своими детьми. Им забавно и весело, а вам подмога. Дети обожают готовить эти салаты и поесть их вместе со всей семьей. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Отправляю нарезанные мандарины в посуду к другим фруктам. Кстати, их я тоже нарезала треугольниками. Нарезаю орехи. Я не пропускаю их через блендер. Нам нравится, когда они чувствуются в салате. Сегодня я использую в салате грецкие орехи. Их можно заменить на фисташки, арахис, на миндаль, например. Я нарезаю орехи и отправляю их к фруктам. Вот теперь сверху заливаю фрукты лимонно-медовой смесью, мешаю и все. Вуаля! Второй фруктовый салат тоже готов. Фруктовые салаты можно подавать в салатнице или же порционно в маленьких вазочках, ну или стаканчиках. Всем приятного аппетита! Друзья, а попробуйте приготовить для себя и для своих близких вот такие чудесные салаты. Балуйте себя
и своих близких. Эти фруктовые салаты прекрасно подходят для постного стола, а дети обожают эти салаты. Вам не придется уговаривать детей поесть такой салат. Попробовав эти салаты однажды, они сами будут просить вас приготовить для них эти чудесные фруктовые салаты вновь и вновь. Друзья, огромное спасибо, что были со мной. Спасибо за вашу поддержку и за ваши комментарии. Очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные и практичные видеорецепты от Вуаля Ас. Или просто заходите в гости. Я и рада, всегда вам рада. Пока-пока и до новых встреч!